Приветствую вас на канале Star Life TV. В этом видео я расскажу о неприкрытом бесновании и программировании будущего в концертном шоу The Weeknd After Hours Till Dawn Tour 2022. 14 июля 2022 года стартовал гастрольный тур канадского исполнителя, известного под псевдонимом The Weeknd, под названием After Hours Till Dawn Tour. Со своей концертной программой певец посещает крупные города Европы и Северной Америки. Гастроли артиста будут продолжаться до 22 сентября. Творчество The Weeknd отличается особым символизмом. Его клипы имеют большое количество отсылок к обществу иллюминатов, а также содержат негативные программы будущего, не раз воплотившиеся в жизнь. Не исключением стало и новое концертное шоу The Weeknd. Многие номера артиста больше напоминают оккультные обряды. Кроме того, они могут намекать на ближайшие планы иллюминатов. Постановкой шоу занимался креативный директор The Weeknd Ламар Тейлор. Свою работу он прокомментировал следующим образом. Тур After Hours Till Dawn увидит самую амбициозную постановку на сегодняшний день. Думаю, зрители уйдут с разными интерпретациями шоу. Для нас в этом весь смысл. О том, что шоу The Weeknd будет более чем символичным, становится понятно еще до его начала. Пока лучи света скрывают главную сцену, над подиумом, отходящим от нее, можно увидеть огромную полную луну. Она дает отсылку к одноименному культу поклонения темным силам. На первых секундах концерта на экране, установленном на сцене, появляется панорама мегаполиса в лучах красного света. Эти образы дают отсылку к пророческому клипу артиста на песню «Take My Breath», в котором присутствовала надпись «Опасность» на русском языке. В нем были кадры, на которых The Weeknd шагал на фоне похожего города. Восходящее над мегаполисом солнце больше напоминает ядерный гриб, что может являться одним из намеков на грядущие планы иллюминатов. Первыми на сцену выходят женщины в красных балахонах. Их наряды напоминают одежду участников тайного общества. В то же время они дают отсылку к так называемой «Красной королеве», стоящей во главе общества иллюминатов и контролирующей его приверженцев. Образ женщин в красном может намекать и на вавилонскую блудницу или багряную жену, олицетворяющую собой наибольший грех. Согласно откровениям святых, она должна появиться в преддверии апокалипсиса. Сам The Weeknd появляется на крыше одного из разрушенных зданий. Одет певец во все черное. На его лице можно заметить маску, которая дает отсылку к фильму Стэнли Кубрика с широко закрытыми глазами. В подобных масках представители мировых элит проводили свои ритуалы на тайных встречах. В середине номера женщины в красном начинают двигаться в сторону Луны и встают по всей длине подиума. The Weeknd спускается с разрушенного здания и занимает место на сцене. Лицо его по-прежнему скрывает маска. Во время исполнения песни артист складывает пальцы в известные жесты. Периодически он делает руками рога дьявола и 3 шестерки. При этом камера намеренно акцентирует внимание на жестах, выводя их на большие экраны, установленные перед сценой. В конце второй песни, под неистовые крики зрителей, The Weeknd снимает с себя маску. Это может символично показывать, что иллюминаты больше не желают скрываться. Далее девушки в красном вновь поднимаются на сцену и встают на фоне города. После исполнения песни «Take My Breath» город погружается во тьму. Создается ощущение, что в мире наступил апокалипсис. Спустя пару минут The Weeknd вновь появляется на сцене. В этот момент начинает играть траурная музыка, а город за спиной артиста охватывает дымом. Над погруженным во мрак мегаполисом начинают сверкать вспышки молнии. Молния дает отсылку к Люциферу. В 10 главе 18 стихе Евангелия от Луки говорится «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Сразу после этого на небоскребах города начинают появляться огненные вспышки. В итоге пожар охватывает практически все высотки. Все это сопровождается яркими вспышками молний. Под бурные крики зрителей начинают обрушаться высотные дома, а сам город превращается в настоящий ад. Данные образы могут быть намеком на ближайшие планы иллюминатов. Вполне вероятно, что в одном из крупных городов мира в скором времени произойдет все то, что было разыграно в этой постановке. Далее на сцену вновь вышли женщины в красном. Разрушенный город за их спиной начал подсвечиваться вспышками неоновых огней. В центре его возник яркий луч, похожий на столб энергии, устремляющийся вверх.
Все это может символично показывать процесс сбора гаваха. Женщины в красном выстроились в круг рядом с The Weeknd и начали двигаться так, словно исполняют ритуальный танец. В это время разрушенный город за спиной артиста начал меняться. Он приобрел привычную форму и в то же время выглядел нереальным. Все это дает отсылку к сюжету фильма «Матрица», в котором люди, после того, как их мир был разрушен, погрузились в иллюзию и жили в виртуальной реальности. Следующие минуты шоу The Weeknd и вовсе представляли собой открытый оккультный обряд. Женщины в красном выстроились в круг прямо под огромной луной, свисающей с потолка. Они подняли руки вверх, словно поклоняясь своему божеству. Далее город за спиной The Weeknd вновь предстал таким, каким он был на самом деле. Охваченный красным светом, он напоминал настоящий ад. Среди полуразрушенных высоток снова начали вспыхивать огни. Луна в это время также стала огненно-красной. Спустя какое-то время The Weeknd вышел на сцену, установленную прямо под луной. Из захваченного огнем города к нему направились две группы женщин в красном. Они окружили певца, усевшись на пол. В это время все вокруг было залито красным светом. Женщины то поднимались и начинали ходить по кругу, то снова усаживались. Все это напоминало некий оккультный ритуал. В завершении номера женщины начали двигаться так, словно в них вселились демоны. Подобное беснование продолжалось около минуты. После этого женщины выстроились в ровную линию и покинули подиум, а затем и сцену. Несколько следующих песен The Weeknd исполнил один, стоя на фоне мегаполиса. Теперь он казался вполне обычным городом, как будто до этого с ним ничего не происходило. В конце последней песни на сцену снова вышли женщины в красном. Они забрали артиста с собой и увели его в огненный апокалиптический город. Данный момент может символично показывать отсутствие свободы у артистов, которые служат силам зла и находятся под контролем демонических сущностей. В целом, концертное шоу канадского исполнителя The Weeknd After Hours Till Dawn Tour производит довольно жуткие впечатления. Помимо присутствия на сцене непонятных существ, лиц которых так никто и не увидел, в нем разыгрывается настоящий сценарий апокалипсиса. Мы видим разрушение городов и создание их цифровой копии. На глазах у тысяч зрителей мир превращается в настоящий ад. Люди же бездумно скандируют песни исполнителя и аплодируют всему происходящему на сцене. Тем самым они дают свое согласие на реализацию данного сценария. Поклонники The Weeknd боготворят своего кумира и видят в его концерте лишь красочное эффектное шоу. По факту же перед многотысячной аудиторией открыто проводятся оккультные обряды, которые помогают иллюминатам воплощать их планы в действительность. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.